Всем привет! Наконец-то компания Samsung провела долгожданное мероприятие Galaxy Unpacked, на котором мы увидели новые смартфоны серии Galaxy S22. Что интересно, мероприятие прошло в реальном мире и одновременно в виртуальной реальности. Однозначно флагманская серия всегда предоставляла нам все лучшие наработки компании. Но лично меня интересует смартфон среднего класса под названием Galaxy A53, который придет на смену популярной модели Galaxy A52. Данная серия почти всегда производила большое впечатление у многочисленных фанатов, а также простых пользователей. Напоминаю, представленный в конце 2019 года Galaxy A51 стал по итогам 2020 года хитом продаж в России. Потом мы получили Galaxy A52, который стал также превосходным гаджетом. И это не удивительно, ведь он получил очень много интересных фишек. Это отличная влагозащита, стереозвук, отказ от неудачных процессоров Exynos, новые экраны с высокой частотой обновления и многое другое. А теперь мы получили Galaxy A53. Стоит отметить, что смартфон уже давно запущен в производство. И он выпускается одновременно с линейкой Galaxy S22. Как мы помним, ранее сообщалось, что Samsung Galaxy A53 будет использовать однокристальную систему Exynos 12.2.0. Но это не совсем так. Мы получим выбор между системами Exynos, Qualcomm и даже Mediatek. Это вообще как? Не знаю, ужас какой-то. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Уже достаточно давно было известно, что Samsung Galaxy A53 будет использовать однокристальную систему Exynos 12.2.0. Напоминаю, данная однокристальная система будет выполнена по нормам 5-нанометровой технологии. В состав войдет пара больших ядер с частотой 2,4 ГГц и сразу 6 энергоэффективных ядер с частотой 2,0. Графическая подсистема в этом мобильном процессоре представлена ускорителем Mali G68. Это все хорошо, но теперь стало известно, что в некоторых странах выйдет версия смартфона на базе Qualcomm Snapdragon 778G. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 19 мая 2021 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 670 Prime Cortex A78 на 2,4, 3 ядра Creo 670 Gold Cortex A78 на 2,2 и 4 ядра Creo 670 Silver Cortex A55 на 1,9 ГГц. Также ходят слухи о том, что в линейке может появиться и однокристальная система от компании Mediatek. Но это официально не подтверждено. То есть это может оказаться всего лишь фейком. Теперь о самом главном, на что обращает внимание каждый пользователь. Это, конечно же, цена. По предварительным данным, смартфон будет поставлен на прилавки магазинов по рекомендованной цене $300. Конкурентов предостаточно. Давайте посмотрим их. Итак, я зайду на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. Samsung Galaxy A53 стоит $300, это плюс-минус 23 тысячи рублей. Возьмем до 25. И мы знаем, что смартфон получил целых 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей флеш-памяти. Пожалуйста, 32 модели. Это Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi Mi 11 Lite, Poco X3 GT, Oppo Reno 5, Vivo V21e, Oppo Reno 5 Lite, ну и так далее. На мой взгляд, основной конкурент Samsung Galaxy A53 это, конечно же, Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Минимальная стоимость данного смартфона 22 тысячи рублей, максимальная почти 30, то есть можно сэкономить 8 тысяч. И запомните, e-каталог не делает никаких наценок, вы просто видите все предложения и покупаете там, где вам удобно. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя что-то отметите. А если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждение, вам обязательно ответят. Сначала e-каталог, потом
магазин. Ссылка будет в описании под видео. Теперь о технических характеристиках смартфона Samsung Galaxy A53. Первое, что хочется отметить, достаточно большой экран на 6,46 дюйма с разрешением Full HD+, а именно 1080 на 2400 пикселей. Кроме того, у него будет вырез для селфи-камер по центру, как всегда это было принято. Мы получили матрицу Super AMOLED. Для многих людей это большой минус. Но есть также многочисленные плюсы, стоит отметить. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму. На 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS. По корпусу справа находятся кнопки питания и регулировки громкости. В основной камере установили 4 модуля. Блок камеры не только сохранит свой нынешний вид, но и датчики тоже. Конфигурация такая: 64, 12, 5 и 5 мегапикселей. Фронтальная камера выступает на 12 мегапикселей. Samsung Galaxy A53 получил 8 гигабайт оперативной памяти, а также 128 или 256 гигабайт своей флеш-памяти. Кроме того, телефон поддерживает расширение памяти до 1 терабайта при помощи карт памяти microSD. Гаджет имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с комплектным зарядным устройством мощностью 25 Ватт. Это хорошая новость. Дело в том, что ранее сообщалось, что в комплекте будет 15-ваттное зарядное устройство. Но, может быть, от региона будет зависеть и комплектация данного устройства. Приблизительные результаты зарядки смартфона мы получим такие. Спустя полчаса уровень заряда составит 33%. Через 45 минут аккумулятор зарядится до 51%. А спустя час всего лишь на 67%, но достаточно неплохой результат. Samsung Galaxy A53 работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.0. В этой системе компания Samsung добавила новые функции конфиденциальности и безопасности, которые дают пользователям больше контроля над правами, получаемыми приложениями. А все настройки и элементы управления теперь удобно организованы на новой панели управления. Также, что немаловажно для многих людей, гаджет соответствует степени вода и пыленепроницаемости IP67. Следовательно, устройство можно погружать в пресную, что немаловажно, воду на глубину до 1 метра, но не дольше, чем на 30 минут. Samsung Galaxy A53 будет доступен в двух цветах: белом и синем. Размеры телефона 159 на 74 на 8,1 мм. Масса 190 граммов. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Samsung выпускает все лучше и лучше A-серию. Это действительно народные смартфоны. Это действительно очень и очень хорошие гаджеты. Если вы не думаете использовать смартфон как топовое устройство, то есть снимать какие-то суперские видео, играть в топовые игры, то вам лучше купить серию А. Если вы думаете все-таки купить все самое лучшее, это серия S. Но для многих людей серия А всегда являлась предпочтительнее к покупке. Почему? Потому что они получали практически все, что нужно. То есть достали телефон, сделали нормальные фотографии и вуаля. Посидели в интернете и так далее. Все данный телефон вам может предоставить. Ну что же, ждем телефонный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.